Здравствуйте, уважаемые зрители! И в этой серии нашего видеообзора о неизбежном поражении России в российско-украинской войне мы более детально поговорим об одном из основных последствий этой войны, а именно о масштабной демилитаризации России и масштабной милитаризации Украины. И в частности, речь пойдет про оснащение украинской и российской армий техникой и вооружением. Нужно сказать, что в прошлых сериях мы уже очень детально разобрали, причем в историческом аспекте, как происходила масштабнейшая демилитаризация Российской Федерации и масштабнейшая милитаризация Украины в российско-украинской войне. Как Украина самостоятельно отбила атаки Российской Федерации при ее вторжении, а помощь Запада позволила закрепить успех и создать условия для решительного контрнаступления Украины и освобождения украинских территорий от захватчика. Как Россия устроила ракетный террор против украинцев и как пыталась улучшить свои позиции в войне против Украины перед грядущим масштабным контрнаступлением ВСУ. Но все попытки наступления Российской Федерации оказались безуспешны. Как военные РФ проводили собственную масштабную демилитаризацию. Как в итоге российской армии вместо Т-14 «Армат» появились древние танки Т-54, которые были приняты на вооружение СССР еще в 1946 году прошлого века. Как российские мобики стали получать винтовки Мосина образца 1891 года, то есть винтовки времен Первой мировой войны. В общем, как происходила демилитаризация вооруженных сил Российской Федерации в историческом аспекте, то есть по мере продолжающейся российско-украинской войны. И точно так же мы узнали, как происходила милитаризация Украины. Как Украина получала все больше и больше военной помощи Запада, техники, вооружений, подготавливала солдаты и так далее. И как перед началом украинского контрнаступления Украина стала самой мощной армией Европы, где количество танков стало больше, чем в российской армии. А значительная часть из них это уже были не Т-54, как на России, а это уже были современные Леопарды, Челленджеры и Абрамсы, то есть самые современные танки мира, прошедшие испытания во многих войнах и конфликтах и доказавшие свои возможности боевые в боевых условиях. Теперь ими в массовом порядке вооружилась и Украина. И не только ими, а фактически всем западным вооружением. Нужно сказать, что Украина очень хорошо готовилась к контрнаступлению. По некоторым оценкам в Украине 1,2–1,4 миллиона солдат прошли через войну и имеют боевой опыт. Они составляют резерв. Еще значительная часть военных не имели боевого опыта и были отправлены на учебу за рубеж. Кстати, за рубеж были также отправлены и военные, имеющие боевой опыт. Но здесь важно именно те, которые еще не имели боевого опыта. Вернулись они подготовленные по натовским стандартам и в основном на натовской переданной технике или с натовским вооружением. То есть Украина подготовила мощнейший кулак для разгрома оставшейся, хоть и многочисленной, но непрофессиональной российской армии. Ведь на России практически не осталось боевых профессионалов, все были уничтожены ранее в Украине. Это автор к тому, что, чтобы воевать дальше против Украины, России придется мобилизовывать многие миллионов человек, если это будет затяжная война. А Россия этого не вытянет. Даже общество российское не вытянет такой масштабной мобилизации и таких масштабных потерь. Ведь в Украине 1,5 миллиона профессионалов и хорошо обученных солдат, а на России остались только мобики, то есть мобилизованные, которых можно мобилизовывать до бесконечности и сливать в Украине. Или не до бесконечности, а до того момента, пока общество на России не восстанет из-за масштабнейших потерь. А история России как раз славится восстаниями из-за больших потерь в войнах. Это можно сказать и про революцию 17-18 года после потерь Первой мировой войны, а также развал Советского Союза, увязшего в войне в Афганистане. Нужно сказать, что уже Россия потеряла в Украине всю свою профессиональную армию, и мобики не могут даже близко их заменить. В
Впрочем, точно так же Россия потеряла всю свою самую передовую и самую боеспособную технику. И теперь вынуждена своим мобилизованным вручать винтовки Мосина, а вместо основных боевых танков выкатывать отремонтированные древнейшие Т-54, то есть средние танки. Чтобы лучше понять, насколько технически вооруженные силы Украины превосходят российскую армию, необходимо уточнить, что ВСУ оснащено самым передовым вооружением НАТО. И теперь давайте сравним кратко по вооружениям. Начинаем мы с бронетехники и, конечно же, с танков. Итак, при начале полномасштабного вторжения Россия имела на вооружении солидный арсенал танков, где-то порядка 3500 модернизированных советских танков. То есть они были на ходу и имели в оснащении, например, тепловизоры. То есть это были самые боевые машины российской армии. В российской армии также имелось только одних новеньких Т-72 до 2000 танков. И все это были новейшие Т-72Б3. Это и Т-72Б3 образца 2011 года, 2013 и самый новый 2016 года. Это была основа российской армии. Также на вооружении Российской Федерации имелось где-то 550 танков Т-90. В основном это были Т-90 и лишь незначительная часть Т-90А. Это именно тот танк, который начал поступать в российскую армию в 90-х годах прошлого века. Сразу нужно сказать, что советскому танку Т-72БУ образца 1989 года при принятии на вооружение уже российской армии было присвоено название Т-90. Это 17-я по счету модернизация советского танка Т-72. Создан он был для экспорта, и изменение названия это был всего лишь рыночный ход. Российская пропаганда представила этот танк как вершину танкостроения Российской Федерации. Указывала, что там имеется коробка-автомат, новейшие прицельные комплексы, динамическая защита и так далее. Как показала практика, это был очередной миф российской пропаганды. Практически все, подчеркиваю, все уничтоженные или трофейные танки российской армии в Украине не просто показали. Они доказали, что все это на российской технике напрочь отсутствует. Это на фото подбитые и трофейные российские танки Т-90 и Т-90А в Украине. Подчеркиваю, все из них не имеют ни современной динамической защиты, ни коробки автомат и прочих российских сказок. Это обычный Т-72 внутри, ничем не отличающийся от стандартных советских Т-72Б. Просто добавили тепловизоры, как в Т-72Б3 и все. И изменили немножко внешний вид. А вот эти прожекторы, шторы, как и сам этот комплекс оптико-электронного противодействия, оказался практически полностью бесполезным в войне. Он не спасает от противотанковых средств. Ранее от них даже Индия отказалась на экспортных танках. А вот теперь война все это доказала на практике. Вообще, война развенчала многие мифы о российском супероружии, показав, что это очередные фейки россиян, их пропаганды. Очередные аналоговнеты. И все это оружие и техника в буквальном смысле, как было советским, так и осталось. По крайней мере внутри. А что там сверху перекрасили, переделали, это уже вопрос к российским оборонщикам. А это трофейные российские Т-90. Их ремонтируют для вооруженных сил Украины. А вот это такой же Т-90А в ожидании ремонта. Как видим, украинские военные также успели хорошо ознакомиться с этими российскими аналоговнетами. Так что из-за войны российская пропаганда стала бессмысленной, потому что миф про Т-90 рухнул. Вот, например, подбитые российские Т-90 на выставке подбитой уничтоженной техники российской армии, которая наступала на Киев в феврале-марте 2022 года. Это выставка на центральной улице Украины на Хрещатике в Киеве. Вот именно посмотрев на эту технику и изучив ее широкие огромные массы, людей смогли убедиться, что это самый обычный Т-72 внутри, ничем не отличающийся от советских танков, что там нет коробок автомат и прочей ерунды, о которой так сильно вещала российская пропаганда, выдавая очередные фейки и создавая мифы про этот танк.
На самом деле он оказался реально технически древним и отсталым танком. Вот так миф про Т-90 и его возможности был полностью стерт и развеян российско-украинской войной. И подобное было с большинством российской техники и оружия, но сейчас речь пойдет о танках. В общем, как мы уже указали, фейк про Т-90 был развеян в пух и прах. Вместо автомата заряжания там оказалась такая же механика, как и в ранних Т-72 советских. Причем аналогичная ситуация и с самым новейшим российским аналоговнетом Т-90М. Ролик о трофейных танках Т-90М в украинской армии и что на самом деле оказалось внутри этих танков, имеется на данном канале. Автор четко показал там фото и видео этих Т-90М изнутри. И внутри эти танки ничем не отличаются от советских Т-72Б образца времен СССР. Все это показано четко в видео и есть сравнение. Ссылочка есть в описании видео на это видео. Имеется в виду место мехвода, которое российская пропаганда скрывала от зрителя. Также в этих танках отсутствует штурвал, хотя до этого все российские военные и пропаганда также указывали, что эти танки идут со штурвалами. Просто украинский БМП-плот уже производился серийно, со штурвалом, и был поставлен в количестве 49 таких машин в Таиланд. Вот и на России заявили, что решили показать, что военпром Российской Федерации не отстает от украинского, и в Т-90М новом российском образца 2020 года есть тоже штурвал. Когда вышел этот танк, все российские СМИ стали показывать его изнутри, показывали буквально каждый сантиметр этого танка, но почему-то, еще раз подчеркиваю, почему-то, как будто специально обходили стороной место мехвода. И автор тогда предположил, что скорее всего российские конструктора не справились с задачей размещения штурвала, и поэтому СМИ не допустили снять, что там внутри на месте мехвода. Для тех, кто не в курсе, объясню, чем штурвал так важен в танке. Он крайне сильно облегчает управление движением танка, потому что в советских и российских танках повороты делаются за счет рычагов поворота бортовых фрикционов, то есть мехвод имеет два рычага, воздействием на которые танк поворачивает вправо или влево. И поверьте, это нелегко, особенно если танк едет на неровной поверхности, пересеченной, и мехвода постоянно трусит и подбрасывает. Удержать их в равновесии и еще и четко двигать под нужным углом, удерживать их очень непростая задача. Тем более, если танк едет на скорости, а штурвал обеспечивает, во-первых, устойчивость мехвода, ведь он даже часть тряски при езде может устранить за счет упора о штурвал, то есть держаться за него. Плюс, держа руками его, нет эффекта лишнего воздействия на отдельные рычаги поворотов. То есть мехвод может очень концентрированно поворачивать штурвал и соответственно управлять поворотом танка при значительной тряске. Нужно сказать, что в таких условиях в танках со штурвалом имеется бортовая аппаратура для управления поворотом. То есть мехвод поворачивает штурвал, а компьютер сам вычисляет, насколько нужно повернуть танку и держит нужный режим поворота, угла поворота. То есть механика движения и поворотов компьютеризирована. Это дает возможность поднять уровень владения техники на 1-2 уровня выше. В эффективности вождения это означает, что мехвод с низкой и средней квалификацией может показывать такие же результаты вождения, как очень опытный мехвод с большим опытом, с рычагами поворота. То есть штурвал поднимает уровень управления техникой с низкого и среднего уровня до уровня профессионала. Что это означает для танков? Довольно частой ситуацией, причем даже в мирное время, бывает тот факт, что вот, скажем, ехала колонна танков, и 1-2 из них, как минимум, где-то по дороге перевернулись или съехали в кювет. Вот это как раз результат этих рычагов поворотов. Мехводу трудно управлять танком, ими продолжительное время, а когда это начинающий мехвод или средней квалификации, то в движении он может легко потерять управление. Чуть отвлекся или наехал на неровность, чуть на скорости нажал на один из рычагов сильнее, и все, танк летит в кювет.
Со штурвалом такое практически невозможно. По крайней мере, во многие разы вероятность возникновения подобной ситуации ниже. И вот трофейные российские Т-90М в Украине подтвердили гипотезу автора про отсутствие штурвала на этих российских танках. Более того, как оказалось, не только штурвала, но и заявленной автоматической коробки передач. Там по-прежнему механика от советского Т-72Б. Более того, автор четко разобрал в роликах о Т-90М, что по сути этот танк уступает по боевым характеристикам даже российским Т-72Б3. В чем именно, смотрите в роликах, там все детально показано. Смотрите на канале, выбирайте, будет очень интересно. Также оказалось, что на этих танках Т-90М имеется в виду полностью отсутствовала динамическая защита, причем не только в них, а и в большинстве новых Т-80БВМ в том числе. Также и в Т-72Б3. Вместо нее украинские военные обнаружили в ячейках трофейных танков только резиновые прокладки. То есть российские военные послали свою армию с танками без динамической защиты. Практически повсеместно российские танки оказались без нее. И это тоже имеется на данном канале в отдельных роликах. Так что, как видим, самые новейшие российские танки уже имели огромные проблемы. Нужно сказать, что в Российской Федерации были сотни танков Т-80Б, БВ, Т-80У, которые также участвовали в наступлении на Украину. Например, самые известные российские Таманская и Кантемировская танковые дивизии были оснащены в основном газотурбинными танками модификации Т-80. Также Россия начала снимать с хранения и Т-72А. Они тоже были уничтожены или стали трофеями вооруженных сил Украины. Так что российская армия использовала порядка до 4000 танков в нападении. Имеется в виду первая вот та так называемая волна нападения в первые месяцы войны, полномасштабного вторжения, когда из Беларуси шли, и со всего севера шли, и на юге, и на востоке. Все, что было на ходу, все кинули в Украину. В итоге основные армии Российской Федерации были разгромлены, и Российская Федерация понесла катастрофические потери в основных танках. В результате потери личного состава в России началась мобилизация. То есть проблему замены профессионалов начали решать мобилизованными. Естественно, стал вопрос, а чем их вооружать. Сказки про 17 или там 20 тысяч российских танков оказались таким же мифом, ведь на России всего было порядка 3500 танков различных версий, в том числе и новейших Т-72. Также были тысячи танков на хранении в виде Т-80 и Т-64. Даже часть Т-80УД было. А все остальное это были не основные боевые танки, а всего лишь средние древние танки. Такие как Т-62, Т-55 и Т-54. Именно ими были забиты склады и базы хранения Российской Федерации. Нужно сказать, что за период существования СССР было произведено порядка 22 тысяч танков семейства Т-72. Из них около 17 800 танков поступили на вооружение СССР. Возможно, российская пропаганда и имела в виду, что Россия имеет 17 тысяч танков, ссылаясь именно на эти танки. Но опять же, на вооружении СССР, а не России. Потому что многие тысячи танков оказались в Украине, Беларуси, Казахстане и так далее, во всех 15 республиках бывшего СССР. Конечно, основным оператором этого недотанка была Россия. Почему недотанка? Потому что в СССР Т-72 прямиком так и называли недотанком. Если Т-64 говорили, что это танк прорыва, то Т-72 считался недотанком. Ну а Т-80 это газотурбинный танк для условий Крайнего Севера. Кстати, версия Т-64 просто газотурбинная. В общем, также при СССР было произведено 12 500 танков Т-64. Вот они в других республиках почти полностью отсутствовали и были сосредоточены в основном только в Украине. Потому что Украина это как раз был основной театр обороны против НАТО. Там был второй эшелон обороны. Первый был ГДР,
страны Варшавского договора, то есть это на самой границе с НАТО и странами Варшавского договора, ну, в общем, просоветским блоком, скажем так. И там, кстати, тоже были Т-64, их направили именно в ГДР. Ну, а третий вот эшелон, точнее, второй эшелон, это была Украина. Можно сказать, что третий, потому что второй эшелон это были страны Польша, Варшавский договор, Чехия, там, а третий эшелон, самый мощный, в котором находилось больше всего танков, это была Украина. Поэтому Т-64, поскольку их противопоставляли против НАТО, то это как раз считался танком прорыва, и поэтому он был в Украине. Кроме того, он был создан для условий Украины. Черноземов, глинистой местности, болот и так далее. Самый прорывной танк в СССР был, до момента его распада, кстати говоря. Вот эти танки в других республиках почти отсутствовали полностью и были сосредоточены только в Украине. На России также имелось порядка до 2000 таких танков на момент развала СССР. Но не имея возможности обслуживать их, и в частности их двигатели, без Украины, от них на России пришлось отказаться вообще. Короче, Россия не смогла обслуживать столь сложную для нее технику и была вынуждена отказаться от нее. Россия снимает с хранения все, что можно ремонтировать, а Т-64 и дизельные Т-80УД не может. Ведь техническое обслуживание двигателя невозможно без Украины. Эти двигатели производились только в Украине, как и сами танки. Также за время СССР было произведено порядка 7000 танков семейства Т-80. Приблизительно 800 из них около, это были Т-80УД дизельные. Вообще Т-80 это газотурбинная версия танка Т-64. Именно советскому танку Т-64А с установленными на него двигателем, газотурбинным двигателем ГТД-1000Т при принятии на вооружение армии было присвоено название Т-80. Он был создан для условий крайнего севера и высоких морозов. Там он не замерзал и в считанные минуты мог заводиться. А дизельные двигатели там очень плохо себя показывали, потому что подмерзали. А в южных районах использование газотурбинного двигателя было нецелесообразным ввиду сильного износа лопаток турбин и потребления в 1,5-2 раза большего количества топлива. Лопатки турбин стирались попавшей пылью, и танк терял мощность, а расход топлива резко возрастал. И вот когда от газотурбинного двигателя отказались еще при СССР, то на танк вернули харьковский дизель от Т-64. Так и появился дизельный Т-80УД. Литера Д означает дизель. Теперь как появился Т-80У, предшественник Т-80УД? Все просто. Сначала Т-64 с газотурбинным двигателем получил название Т-80. Установка такого двигателя в Т-64Б привела к появлению Т-80Б-БВ. При этом в Харькове был создан объект 476 Кедр, он же Т-64БМ. Как становится понятным, это очередной танк Т-64, но не просто очередной, а усиленный. Ведь днем уже был установленный харьковский дизель с мощностью 1000 лошадиных сил и более. А также ввиду этого танк удалось усилить броней. В итоге он имел чуть большие габариты, чем все остальные существующие ранее до этого основные боевые танки. Поэтому, установив на этот танк газотурбинный двигатель, получили Т-80У. А когда на него вернули обратно харьковский дизель, получили Т-80УД. Как следствие, Т-80У и УД имеют более лучшее бронирование и, соответственно, габариты танка крупнее. Нужно сказать, что Т-64 и Т-80УД производились только в Украине. При этом Т-80 были разбросаны в нескольких республиках, но основная масса были именно в Украине и России. Также нужно подчеркнуть, что Т-64 вообще был засекречен при СССР, потому что оказался самым мощным и боеспособным танком. И война в Украине сейчас это подтвердила. Испытания 3 АБТ Т-64, Т-72 и Т-80, проведенные с 1976 по 1984 года, подтвердили, что равных Т-64 в СССР танков просто нет.
Они практически во всем выигрывали у Т-72 и Т-80. Взять проходимость. Ни один танк не может пройти там, где пройдет с легкостью Т-64. Например, в Распутицу на украинских черноземах это был единственный танк, который вообще можно было использовать. Все остальные Т-72 и Т-80, а также трофейные Т-90 стояли на простое ввиду того, что они сразу же грузли в полях и не могли ехать. Их приходилось вытягивать с помощью тех же 64-ок. Вот все эти результаты испытаний известны еще со времен СССР и подтвердила российско-украинская война, где начали использоваться все эти три основных боевых танка. Так что у Т-64 самая надежная и износостойкая ходовая часть, проверена на практике. Это единственный основной боевой танк, который может откатать ресурс танка в 10 тысяч километров и отправиться на капиталку с той ходовой, которая была изначально. То есть гусеница, катки выдерживают такой износ. Все остальные танки постоянно требуют ремонта и постоянно обновляют ходовую. Чего стоит, например, разрушение резинового бандажа танков? Это реально целая проблема. Малейшая каменистая местность и все. Камни, попадая под катки, разрывают их, в прямом смысле этого слова. Вообще, разбор этих ТТХ танков Украины и России позволяет понять, насколько сильно Российская Федерация уступала Украине в техническом плане. Даже при СССР имеется в виду. Ведь основной лошадкой Российской Федерации был Т-72. При СССР его называли недотанком. Сами же военные. Про конструкторов вообще можно не говорить. Они его вообще в принципе за танк не считали. Т-64, Т-80, да, они считали это хорошим боевым танком, а Т-72 это какое-то подобие было. Так сильно он уступал засекреченному, например, Т-64. А в Украине основным танком был именно Т-64. В итоге Российская Федерация напала и потеряла свои самые современные и рабочие танки. На хранение остался лишь металлолом. Так в Омске начался ремонт газотурбинных Т-80. На Уралвагонзаводе начался ремонт советских Т-72, он же и Т-90 по факту. Танки Т-90 практически все Россией были потеряны в Украине. То есть заводы Российской Федерации стали не успевать ремонтировать танки с хранения, особенно в условиях санкций. Например, не раз в Украине захватывали российские танки или уничтожали их, а потом при детальном осмотре выяснялось, что многие даже новенькие Т-72Б3 образца 2016 года, выпуска 2018-2020 годов, шли без тепловизоров. Потому что Российская Федерация уже перед масштабным вторжением потеряла поставки французских матриц к ним. При этом заводы не успевали за потерями России. Именно тогда многие ремонтные заводы Российской Федерации начали переводиться на военные рельсы и стали ремонтировать Т-62, Т-55 и Т-54, в общем средние танки, древние. Вот их на складах Российской Федерации было больше всего, в количественном плане. Это можно так назвать основные танки России. Поэтому неудивительно, что Россия скатилась с оснащения армии исключительно с ОБТ и стала все больше переходить на средние танки Т-54-55. Это был прямой результат потерь российской армии в войне, а также критическая необходимость в как можно большем количестве танков для вооружения российских мобилизованных как можно скорее. То есть, как показывают факты, с каждым днем продолжения российско-украинской войны доля средних танков в российской армии стала увеличиваться, а количество основных боевых танков, таких как Т-72, Т-80 и Т-90, наоборот стало стремительно снижаться. Потому что российские заводы не успевали ремонтировать и проводить капиталку основных танков, снятых с хранения. К тому же таких заводов было мало. Вот эти фото ярко показывают, что представляет из себя так называемое российское хранение танков. Это одна из баз хранения на Дальнем Востоке. Как видим, металлолом, да и только. Естественно, такой танк требует капитального ремонта, а это многие месяцы занимает. Ремонтировать более простые Т-54, 55, Т-62 намного быстрее, и значительное число ремонтных заводов и ремонтных цехов могут потянуть технический ремонт такой техники, таких танков средних. И вот ремонт основных танков тянут только считанные заводы. Этим и обусловлен
переход российской армии на массовое использование средних танков. Кроме того, у Российской Федерации существует проблема с оснащением танков боеприпасами, а в Т-54 и Т-62 они отличаются меньшим калибром, и их также еще имеется много на складах. Поэтому переход на древние танки для России является вынужденной мерой. Но главная причина перехода – масштабнейшие потери российской армии в развязанной Россией российско-украинской войне, начале российского вторжения в Украину. Чтобы понимать разницу в танках, нужно сказать, что для начала, что это танки прошлых поколений. Т-54 это вообще средний танк, который был принят на вооружение армии еще в далеком 1946 году. То есть это первый советский послевоенный танк прошлого века. По сути, Т-54 это модификация танка Т-44, который начал выпускаться еще в 1944 году. Думаю, этим все сказано. Просто взяли Т-44, поменяли на нем башню, улучшили грунтозацепы на траках, гусеницы для лучшего сцепления с танка с поверхностью. И таким образом получили танк Т-54. Естественно, бронирование там существенно уступает основным танкам. В Т-54 установлена плита толщиной в 100 мм под углом 60 градусов. То есть при фронтальном горизонтальном попадании толщина брони составляет 200 мм. А в основных танках эта толщина порядка 600 мм. При этом в средних танках Т-54-55 используется гомогенная сталь средней твердости, катанная. А в ОБТ уже используется комбинированная броня с наличием стеклотекстолита против кумулятивных боеприпасов. Вот вам и отличие Т-54, 55 и Т-62 от основных боевых танков. Отдельный ролик по сравнению этих танков будет на канале. Ожидайте выпуска. Основные танки по факту имеют в разы лучшее бронирование. Это означает, что переход российской армии на эти танки крайне сильно снижает боеспособность российской армии. Тем более прицельные комплексы этих танков на поколение уступают тем, что установлены были в основных боевых танках. А это и дальность обнаружения целей, и скорость наведения, и точность ведения огня, и дальность стрельбы и так далее. Кроме этого, пушка на Т-54-55 меньшего калибра, там используются боеприпасы калибром 100 мм. А в основных боевых танках используется калибр 125 мм. Разница в боеприпасах очень велика, как и в дальности их ведения эффективного огня и пробития соответственно. Простой пример. Базовый снаряд под калибр, имеется в виду пушки Д-10Т, танков Т-54-55, с дистанции в 500 метров может пробить 195 мм гомогенной стали средней твердости, а с дистанции в 1 км 185 мм. С дистанции 2 км всего лишь 125 мм. То есть с увеличением дальности до цели пробитие этих снарядов резко снижается. А как мы говорили ранее, верхняя лобовая деталь основных танков это порядка 600 мм. То есть с 2 км с пробитием 125 мм естественно невозможно пробить 600 мм брони основного танка. То есть эти танки не способны пробить основную броню основных боевых танков. А основные танки, наоборот, могут использовать снаряды, например, все те же «Манго», которые начали производиться в 1980-х годах в СССР и производятся сейчас на России как единственный основной боеприпас российской армии. Их, возможно, в российской армии почти уже не было, но с учетом того, что снаряды Российской Федерации заканчиваются и многие заводы производят именно этот «Манго», то после практически полной потери они могут уже в виде новых снарядов начать поступать в российскую армию, но их довольно мало. В общем, когда этих снарядов начало не хватать для войны, российская армия начала использовать запасы со складов, а там остались еще более ранние боеприпасы с намного меньшим пробитием. Но их все равно хватает, чтобы пробивать Т-54-55 практически насквозь. В Украине тоже много советских боеприпасов для ОБТ. Это и «Манго», и более ранние снаряды. Так вот, «Манго» пробивает до 450 мм брони. Это более чем в 2 раза больше, чем броня Т-54-55. Кроме этого, эффективный огонь этими снарядами может вестись на дистанции 2000-2200 метров. Далее пробивная способность также падает. Но скорости в пробивной способности такого снаряда хватит, чтобы пробить Т-54-55 с дистанции и в 3, и в 4, и даже в 5 километров, если удастся попасть по нему, конечно.
То есть эти средние танки крайне сильно уступают основным танкам. И суть в том, что в Украине кроме основных танков уже много западных танков. А там броня доходит до 1 метра толщиной и порой используют сталь высокой твердости, как минимум в верхних листах. А также известную на весь мир броню под названием Чопхем, она же броня Берлингтон. Это британская броня, разработанная в городе Берлингтоне. Она в разы лучше защищает, чем обычная сталь. То есть для западных танков не страшны ни российские АБТ, ни тем более вот эти средние танки российской армии. Ведь во фронтальной части они просто-напросто не смогут пробить западные танки стран НАТО. А их Украине передают все больше и больше. То есть мы приходим к тому, что вооруженные силы Российской Федерации постигла масштабнейшая демилитаризация в российско-украинской войне, по результатам которой российская армия стала массово оснащаться средними танками Т-54-55, а также Т-62, которые по факту не могут пробить даже первый верхний лист стали западных танков, таких как, например, Леопард-2, Абрамс или Челленджер-2 и другие. При этом снаряды западных танков имеют эффективное пробитие на дистанции в 3-4 километра и более, в зависимости от снаряда. А снаряды имеют бронебойность от 750 мм и до 1000. То есть прошивают все российские танки фактически насквозь. В случае с Т-54-55 выпущенный снаряд, скажем, из Леопарда сможет гарантированно поразить этот танк на расстоянии и в 10 километров, к примеру, если попадет. Тут главное попасть. А пробивной способности самого снаряда вполне хватит. Впрочем, как и точности ведения огня и дальности. Ведь так называемые хэш-снаряды британских танков Челленджер-2 рассчитаны на поражение целей, например, на дистанции 8 километров. То есть баллистический вычислитель и вообще компьютеризированная система управления огнем сама все вычисляет, и наводчику или командиру нужно только произвести выстрел, и система сама сделает все поправки полета снаряда на такую дистанцию. Ну а про компьютеризацию средних танков российской армии вообще можно и не говорить. Там Россия ее не проводит. Ее нет даже на большинстве основных боевых танков российской армии. А что говорить про отремонтированный металлолом в виде Т-54-55? Вообще ни о чем. Западные танки, в общем, превосходят советские ОБТ на поколение фактически. А что говорить про Т-54-55 и 62, если эти советские основные боевые танки еще на поколение превосходят эти средние танки? Ну, то есть на самом деле, российско-украинской войне мы пришли к тому, что основная мощь российской армии это были танки, а их роль была сведена к минимуму. Ведь вся советская и российская военная доктрина была основана на использовании большого количества танков. Это был главный инструмент наступления советской и потом российской армии. Большие колонны танков при поддержке авиации, артиллерии должны были прорывать оборону противника и глубоко углубляться в его территории. А в российско-украинской войне выяснилось, что танками Россия уже не может ничего решать, потому что не осталось таких танков, способных это сделать. Основные танковые армии Российской Федерации были уничтожены, а пополнить быстро армию бронетехникой российский военпром оказался не в состоянии. Да и мобилизованных быстро не научишь управлению такой техникой. А все профессиональные кадры РФ уже были давно потеряны в войне. Важной преградой танкам также стали в том числе и противотанковые ракетные комплексы, РПГ и другие противотанковые средства, которые, кстати, сыграли важную роль в разгроме российской армии в Украине. Также западное противотанковое оружие стало незаменимым атрибутом украинской армии в российско-украинской войне. Но для начала украинского масштабного контрнаступления требовались танки. Вот Украина и начала получать их в больших количествах от Запада. Украина получила много модернизированных советских танков из Центральной и Восточной Европы. Затем начали прибывать леопарды, в частности Леопард 2А4, 2А5 и 2А6. Поступили Челленджер-2, а нужно сказать, что бронирование там еще лучше, чем в немецких леопардов. А в августе-сентябре 2023 Украина ожидает прибытия первых танков М1А2 «Абрамс». Их бронирование также оценивается как более толстое в сравнении с Леопард-2. В целом нужно уточнить, что последние модификации всех этих танков имеют толщину брони до 1 метра.
При этом используют пакеты британской брони Чопхем. Она позволяет еще сильнее обеспечить защищенность танка при такой же массе, как и гомогенная броневая сталь. России нечего противопоставить против этих танков. О чем на канале есть детальный обзор, как раз о том, что России нечем остановить украинское контрнаступление, украинскую армию. Также нужно учесть и тот факт, что в Украину стало поступать много более ранних танков. Например, Леопард-1, французский колесный разведывательный АМХ-10 с пушкой калибром 105 мм. А там прицельные комплексы позволяют вести точный огонь на большие расстояния, причем больше, чем российские основные боевые танки и тем более древние Т-54, 55 и 62. Украина начала получать итальянские Чентауро с пушками 105 и 120 мм, то есть арсенал вооружений для наступления в украинской армии стал стремительно пополняться современной зарубежной техникой, современными танками и другими боевыми бронированными машинами. Именно так вместе с демилитаризацией российской армии и переходом ее на древние и средние танки произошла милитаризация Украины и переход Украины на основные зарубежные танки НАТО. И летом 2023 года, к началу украинского контрнаступления, количество танков в вооруженных силах Украины стало превосходить их количественное наличие в российской армии. Но опять же, в Украине это советские АБТ и западные передовые основные танки. А в российской армии это советские основные танки и древние средние танки Т-54, 55, а также Т-62. Причем доля последних, имеется в виду средних танков, на вооружении российской армии постоянно росло, а основных танков наоборот снижалось. А в Украине наоборот с каждым днем войны от Запада стало поступать все больше и больше передовой западной техники. Естественно, что итоги такой войны стали предельно понятными. В общем, факт милитаризации Украины и демилитаризации России играет очень важную роль в поднятии обороноспособности украинской армии и наоборот резком снижении обороноспособности российской армии. И если с российскими танками в российской армии все и так предельно понятно, то с западными танками в украинской армии ситуация кардинально иная. Мы очень хорошо видели, как ВСУ шли на этих танках прорывать российскую оборону, и многие танки подрывались на минах. И потом нужно было ждать 3-4 дня для их ремонта, что снижало темпы наступления и подвергало солдат большему риску по потерям. Да, западная техника подходит для таких штурмовых действий намного лучше, чем советская и российская. Но целесообразно ли постоянно использовать эти танки для такого прорыва и таких потерь? Или же может лучше использовать по максимуму те преимущества этих бронемашин, которые максимально превосходят над российской техникой? Нужно сказать, что немецкие танки вообще предназначены к другой войне. Точнее, их лучше использовать совсем по-другому. А именно не идти в ближний бой, а использовать их преимущества над врагом. Танки «Леопард», «Челленджер» и «Абрамс» имеют высокую эффективность огня на дистанции в 4 километра. И у них у всех есть наличие тепловизоров, компьютеризированной системы управления вооружением и так далее. Вот это и нужно учитывать и использовать по максимуму. Ведь дальность эффективного ведения огня российских основных боевых танков 2000-2200 метров, то есть вдвое меньше, чем у западных танков. Это означает, что чтобы вскрывать российскую оборону, им нужно находиться на расстоянии в более чем 2 километра. Например, с 3 или 4 километров наводиться издалека и расстреливать российскую технику. То есть не подъезжая в зону возможного ответного огня противника. Потом ехать дозаряжаться и так снова и снова. Пробитие западных танков позволяет с запасом уничтожать в лоб любой российский танк. И наоборот, у российских танков нет боеприпасов, способных пробить броню западных танков в лоб. За исключением танковых ракет, и то, смотря куда и под каким углом они попадут. Но для их пуска российский танк должен сначала обнаружить украинский. А ночью, например, российские тепловизоры этого не позволяют на такой дистанции. Там была раньше Сосна-У, она могла работать на дистанции до 3 километров. А с санкциями и ее не стало. Новые российские танки идут с намного худшими приборами ночного видения. Или более худшими по характеристикам тепловизорами.
Это означает, что вооруженные силы Украины в сумерках или ночью, имея тепловизоры высокого качества и высокой разрешающей способности, могут с дистанции до 4 километров лупить российские танки, не встречая ответного сопротивления. И в чем тут суть? Когда ВСУ идут в атаку, то российские танки могут быть спрятаны в тылу. И только при приближении к противнику российские танки могут выкатываться на дистанцию выстрела и поддерживать передовые оборонные позиции российской армии. Именно для их уничтожения украинские наступательные силы должны страховаться и танками позади, чтобы сразу уничтожать эту российскую танковую угрозу. В общем, конек западных танков в их дальности ведения огня. То же самое и с БМП «Брэдли». Как американские военные уничтожали советские танки Т-72 в Ираке, например, они подбирались ночью на дальность ведения огня из противотанковых управляемых ракет и уничтожали эти советские танки. А те, в свою очередь, не могли даже обнаружить угрозу, так как приборы ночного видения советских танков были очень слабы. Точно так же американцы прятались за песчаными бурями и атаковали советские Т-72 в Ираке. Теперь что еще нужно знать украинским военным? Россияне не могут использовать танковые управляемые ракеты 9М119 и более новые 9М119М Инвар, потому что это технологии 1950-х годов прошлого века. Ролик про эти танковые ракеты в сравнении с украинскими танковыми ракетами «Комбат» имеется на канале, и вы можете узнать все про них детально. В общем, российские ракеты имеют древнюю систему управления и наведения, которая была снята с вооружения развитых стран еще в 1960-х годах прошлого века. Так вот, там используется электромагнитное реле и рули в передней части ракеты, которые регулируются от напирающего встречного потока воздуха, для чего в носовой части ракеты по бокам сделаны специальные отверстия, куда на скорости проникает сильный встречный поток воздуха и попадает на балансер. И там уже реле отклоняет его больше или меньше. Так и происходит поворот ракеты и изменение ее направления движения. Так вот, если местность пыльная, то в эти отверстия попадает пыль, и они забиваются ею, и ракета просто-напросто теряет управляемость. Точно так же происходит, когда идет дождь или ливень. Вода попадает в эти отверстия воздухозаборников, и ракета теряет управление. То есть российские танки не могут пускать ракеты в дождливое время. Аналогичная ситуация и с ракетами «Корнет». Ведь они были созданы на базе танковых ракет «Инвар». То есть взяли танковую ракету, поместили в переносной контейнер и увеличили запас топлива, чтобы компенсировать выстрел из ствола танка ракетным ускорителем. Вот и все. А внутренняя компоновка там полностью идентична танковой управляемой ракете 9М119. Это означает, что в дождь или ливень россияне не могут использовать эти противотанковые ракеты. А вооруженные силы Украины могут, потому что украинские комплексы и точно так же западные используют современную исключительно электрическую систему поворота рулей ракеты и рулевого оперения. То есть электродвигатели внутри поворачивают их, и никаких воздухозаборников и прочей ерунды в них нет. То есть это современные ракеты. На основных боевых танках Украины это ракеты «Комбат», а западные противотанковые ракетные комплексы уже все знаем. Это и РПГ, и те же противотанковые управляемые ракеты, как «Джавелин» переносные и так далее. Из отечественных ПТРК это, например, украинский ПТРК «Стугна-П», который, кстати, очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях в российско-украинской войне. Он, кстати, тоже создан на базе танковой управляемой ракеты «Комбат». Это уже новая украинская ракета. То есть, как видим, в плохую погоду украинские ракеты могут использоваться, причем танковые в том числе, а российские не могут. Это тоже большой плюс для украинской армии. Ну и нужно сказать, что средние танки, которые все больше поступают в российскую армию, не имеют управляемого вооружения, что резко снижает обороноспособность российской армии. Также нужно уточнить, что основными клыками российской армии были танки, и украинцы успешно их повырывали.
У России не осталось танков для каких-то масштабных операций. Но они по-прежнему поступают в армию, и российская армия способна на небольшие тактические наступления. Это подтвердила, например, битва за Угледар, где российская армия собрала за зиму основные боевые танки, накопив их, и пустила их массово в ход, но была разгромлена. Ролик про эту битву также есть на канале, и вы можете посмотреть в деталях, как это было. Как происходил самый масштабный разгром российской армии в самой масштабной танковой битве за первый год полномасштабной войны. При этом у России еще много угроз, ведь лишившись танковых клыков, у России по-прежнему остаются такие инструменты войны, как более легкая бронетехника, артиллерия, реактивные системы залпового огня, большое количество пехоты, дроны, противотанковые средства и так далее. Вот как раз про легкую бронетехнику мы и поговорим в нашей следующей серии видеообзора, где посмотрим, какой бронетехникой вооружена украинская армия и какой российская. Сравним эту технику и ее возможности. А на этом наш видеообзор подходит к завершению. А следующий будет представлен вам в конечных заставках по окончании этого видео. Также ссылочка на него будет в описании под видео. Отдельная благодарность авторам всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, пишите комментарии и ожидайте новое интересное и увлекательное видео. Спасибо за просмотр и до скорой встречи с новыми интересными видео.